Вот такой обалденно вкусный ужин я сегодня сделал: картошка с тушенкой и свежий салат. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. У каждого из нас есть воспоминания с детства, и некоторые блюда связывают нас с детством, с далеким прошлым. Помню, у меня родители работали очень в сельской местности. Мама работала на ферме, отец трактористом. И иногда изредка отца приглашали на тракторе делать какую-то работу в военной части. И когда он туда приезжал, всегда в качестве премии ему всегда офицеры давали ящики тушенки. Я помню, тушенка была обалденно вкусная. И помню, когда к нам родственники приезжали, это на скорую руку мама всегда делала ужин, картошку с тушенкой накрывала на стол, и там и были и соленые огурчики, и грибы, и водочка. Спустя некоторое время, когда я уже учился в медицинском и жил в общежитии, у меня была тушенка в общежитии, и на скорую руку после занятий с другими пацанами мы делали ужин. Но дело в том, что спустя года иногда хочется повторить ту пищу, то, что родители делали. И так получилось, что у меня той тушенки нету, а оказалось, что в польском магазине можно купить такую тушенку. Я сегодня решил сделать простенький ужин. Я никого учить не хочу. Я, может быть, вам подкину идею взять то же самое. Или что-то наподобие такого, почему бы и нет. Я хочу сделать картошку с тушенкой сегодня. И к этому в качестве салата у меня есть некоторые свежие овощи, порезать и заправить с майонезом и со сметанкой. И я думаю, это будет обалденно вкусный ужин. То, что меня отнесет в далекое прошлое, в студенческие времена, когда мы это делали в общежитии. А чтобы время не терять, пойдем покажу, что и как я буду делать. Итак, здесь у меня картошка уже вычищена, вымыта. И картошку я порезал такие чуть меньше среднего размера. Теперь отправляем это вариться. В то же время я возьму одну луковицу и меленько порежем. Так. Здесь моя любимая сковородка. Сюда добавляю немного сливочного масла. И сюда можно добавить постное, то, что я делаю, или растительное масло. Так как в тушенке нет столько соков, иначе будет очень сухо все. Включаю газ. В то же время беру эту банку. Видите, сейчас я немножко ножом там пройду, чтобы легче все это ломалось. И отправляем все на сковородку. Нам сильно это пережарить надо, чтобы такой, как соус образовался. Надо, чтобы это... Я поставил на маленький газ, потому что нам надо, чтобы это все у нас протушилось. И сюда же я закидываю лук. Накрываем, и пускай потихонечку это тушится. Тогда все эти брикетики у нас должны разойтись. А тем временем мы займемся салатом. Сейчас возьму томат. Так, у меня здесь листья салата, сейчас я вымою и меленько порежем. И все отправляем в миску.
Делается просто легко, но это вкусно. И отсюда возьму половину огурца. Так. У меня немножко зеленого лука оказалось дома, тоже сейчас порежем туда. И отправляем в миску. Также у меня немного укропа здесь есть, тоже порежем. Так, отправляем в миску. Итак, смотрите, мясо хорошо разошлось. И на этом мы сейчас выключаем газ. Теперь эта подливка у нас готова. Сюда мы отпустим нашу картошку. Так. Картошка у меня потихонечку закипает. Мы немножко подсолим. И к моему простому салату я добавлю одно авокадо, экзотическое, фрукт или овощ. Я когда вырос, у нас авокадо вообще никакого не было. Даже понятия не имели, что такое авокадо. А после распада совка у нас стали появляться некоторые экзотические фрукты. И авокадо появилось, и овощи, и из овощей, как из овощей. И потом и киви появилось. И, честно говоря, первый раз, когда я не знал, как даже киви кушать, у меня сестра двоюродная, она часто за границу была возможность ездить. И она оттуда привезла киви и мне угостила. И там меня научила, как это кушать. И потом авокадо появилось, и стали мы кушать. А в то время у нас зато были популярные бананы. То бананы был дефицит, потом бананы можно было купить на каждом углу. И одно время даже Эстонию называли банановой республикой. Так, это немного о воспоминаниях. Теперь сюда я добавлю немного перца. Немного молотый перец. Солим по вкусу. Сейчас я много солить не буду, потому что майонез соленый. Добавлю сюда примерно 1 ложку майонеза. Так. И сметану. Достаточно, я надеюсь. И как следует все перемешаем. Вибрантные краски. Вот лето закончилось, но все равно еще напоминает лето. Так, сейчас я попробую на вкус. Получилось обалденно вкусно. Теперь я перенесу эту салатницу, и все это идет в холодильник. Итак, картошка у нас сварилась. Сейчас отслежу и отправим сюда на сковородку все. Теперь я включаю газ под сковородкой. И нам надо слегка все это перемешать и слегка все пережарить. Жарить будем минут 5-10. И потом выключаем газ. И еще минут 5-10 постоит. И там можно подавать на стол. Аккуратненько размешиваем, чтобы сильно пюре так не получилось здесь.
Так что так будем жарить минут 5-10, выключаем газ, и тогда минут 10 еще постоит, и тогда можно подавать на стол. Ну вот такой финальный результат получился. Тушенка, картошка и свежий салат. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно сделать на обед или на ужин. А именно я сделал картошку с тушенкой. Воспоминания с далекого прошлого, воспоминания с далекого детства. Делается быстро, и в то же время это блюдо хорошо идет студентам. Быстро, удобно и зато вкусно. А на этой аппетитной ноте хотелось с вами прощаться. Пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.